И если честно, я в очередной раз в шоке. Всем привет, с вами Милан, и вы на канале Москвич Милане, канал про последние новости, события, а также мои личные точки зрения по тому, что происходит в этой стране. Для начала этого видео хотелось бы сказать пару слов о прошедшем митинге в среду по всей Италии, про этот большой, огромнейший провал митинга, потому что, представьте, в Неаполь вообще подошло к станции всего лишь 2 человека. И опять-таки хотелось бы сказать пару слов про эту ужаснейшую пропаганду в СМИ, антипропаганду. То есть, когда люди выходят на площадь тысячами, десятками тысяч, они ничего не говорят, ни слова вообще даже. Были митинги, не было. А вот когда, наоборот, провал, они целых 2 дня об этом говорят и открывают выпуски новостей. Например, вот как раз-таки в среду и вчера, в четверг, говорили: полный провал, no Green Pass, полный провал протестующих. Никто не вышел, и показывали как раз-таки кадры пустых мероприятий, где практически никого не было. И опять-таки, как я вам рассказывал в среду, показывали только некоторые интервью, вообще совсем мало тех, кто говорил неадекватные вещи. И, естественно, таким образом убеждая еще больше людей, что все то, что они делают, это правильно. К сожалению, в школах те люди, которых не принимают, тех учителей, которых не принимают, начинают получать первые отказы в апелляциях, которые они представили в суде. Вот, поэтому, к сожалению, в школах, по крайней мере, остается обязательность иметь Green Pass для всех учителей. Напомню также, что для посетителей университетов, тех же самых школьников, можно сказать, не школьников, а университетников, вот, тоже нужен Green Pass. То есть в школах нет, но в университете да. И, к сожалению, это, говорится, дает еще более, можно сказать, силу людям, которые поддерживают Green Pass, ну и также тому же самому Green Pass. Продолжая разговор о дебильной пропаганде СМИ, представьте, они даже умудрились написать целую новость в газете Анса о том, что один из лидеров так называемых No Green Pass засветился, можно сказать, на стадионе во время игры Ромы с Фиорентиной, там не знаю с какой командой, вот, что, мол, якобы у него был пас. Но потом они уточнили, что якобы пас у него был из-за того, что он сделал тест, а не потому, что он укололся. Вот, поэтому как бы даже на это у них хватает времени. Представляете, а для того, чтобы написать что-то другое, когда вот митинги проходят нормально и много людей, об этом они не пишут. Поэтому, повторяю в очередной раз, будьте очень осторожны, когда вы читаете новости, потому что они постоянно стараются каким-то образом вас убедить, что все, что происходит, это правильно. Наконец-то хотя бы кто-то дал пример, как действительно нужно работать и как можно быть солидарным с коллегой. В городке Алессандрия в Пьемонте, как раз таки недалеко, там, где я жил, Альба, пожарники решили все вместе есть не в столовой, там, где требуется Green Pass, а на улице, оправдав их поступок таким образом, что они должны быть очень, можно сказать, дружелюбны друг с другом, потому что их работа, она, можно сказать, построена на доверии. А доверие – это помогать друг другу. Вот. Надеюсь, что хотя бы таким образом кто-то еще, увидев такие поступки, начнет каким-то образом быть солидарным с нами и с теми, кто пока еще не имеет Green Pass или укольчик, и давать повод свободного выбора. Потому что, повторяю, те, кто этот Green Pass уже сделал, и их очень много людей. Бог с вами, молодцы. Я никого не осуждаю. Но оставьте в покое тех, у кого другой выбор. И дайте одинаковые права и тем, и другим. Ну а то, что меня действительно шокировало в этот раз, это вчерашнее выступление премьер-министра Марио Драги. На вопрос об 3-й дозе вакцины и об введении обязательности вакцинации, он на оба этих вопроса ответил просто вот таким холодным словом «да». Да на 2
этих вопроса ответ. Sì a entrambe le domande. То есть по факту он, можно сказать, говорит о том, что в ближайшем будущем, совсем скоро, по крайней мере точно на всех рабочих местах, будет введена обязательная вакцинация. Почему? Потому что уже совсем скоро, как некоторые источники нам говорят, сообщают, Европейская комиссия медицинская примет решение о том, что вакцина больше не будет экспериментальной и экстремальной, а будет, можно сказать, принята как лечение, то же самое, не знаю, в общем, как вакцина, которая действительно помогает и работает. И таким образом будет возможность сделать ее обязательной, как уже в Италии есть 10 других обязательных вакцин для детей. Это, конечно, ужасная вещь. Скорее всего, в эти выходные будет еще больше протестов. Почему? Потому что такого вида заявления для меня это, во-первых, почему шокирующее? Потому что оно как провокация. И действительно, вы должны посмотреть на лицо Марио Драги, когда он это говорил. У него, если честно, вообще даже нет физиономии какого-то лица. Он прям так холодно во всем этом говорит и так ужасно, что это какой-то кошмар. Серьезно, просто вот, да, на оба вопроса. Да, вакцинация будет обязательной, уже совсем скоро. То есть им не хватает того, что уже почти 7 из 10 итальянцев взрослых укололись. Нет, они должны добить всех. И опять-таки, серьезно, я вот действительно не понимаю, как эти люди не понимают, что прошлым летом, без никаких вакцин, без ничего, без никаких ограничений летом, было в 10 раз меньше случаев заражения. А сейчас, при вакцинах и всем прочем, в 10 раз больше. То есть, если бы, по факту, если человек подумает, не было никого вакцинировано, то количество зараженных было бы больше в 100 раз. Правильно? Если математика это, можно сказать, точная наука. Поэтому не знаю. Я, если честно, о таком типе заявлений в шоке. И то, что еще больше меня шокирует, это когда я читаю новости, как вот эту, о которой я вам сейчас расскажу, о том, что, я забыл, подождите, где, в городе Порденоне 30-летний мужчина лег спать, сказав жене о том, что у него недомогание, и не проснулся. Это случилось вчера. А во вторник он получил вторую дозу укольчика. Но, конечно, как можно связать одно с другим? И как 30-летний, можно сказать, более-менее здоровый мужчина, отец, вот так внезапно скончался? Да, конечно, возможно, таких случаев много и случайных случаев. Но опять-таки, мне это дает задуматься. То есть мне 34 года. Если меня будут заставлять делать прививку, я не хочу рисковать просто так пойти в постель, уснуть после этой прививки и не проснуться. Потому что, в очередной раз хочу всем повторить, если ты заболеешь короной, у тебя более 97% возможности, вообще перенести эту болезнь без симптомов, как обычную простуду. Зачем мне рисковать? Вот именно мне. Окей, я, возможно, буду согласен, что пожилые люди, они уже и до этого делали вакцины от гриппов разных каждый год, потому что, да, у них слабый иммунитет и все прочее. Но зачем домогаться до подростков, молодых, среднемолодых, людей 40-летних тех же самых? Зачем? Этого я, если честно, не понимаю. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о случившемся в Порденоне, о этой внезапной смерти молодого человека, о заявлениях Марио Драги, дракона этого, можно сказать, я бы его даже назвал сатаной. И как раз таки в конце хотелось бы сказать пару слов о том, что происходит в Дании. В Дании вот с 1 сентября потихоньку начали снимать ограничения. С 10 сентября полностью вернется все к нормальной жизни. У них уже давно-давно Green Pass не действует. Почему в некоторых странах, где, причем, кстати, количество уколотых людей
такое же, как здесь в Италии. 72% в Дании, 69-70% здесь в Италии. Почему там все живут спокойно, нормально, а здесь добивают до нашей психологии? Не знаю почему. Напишите, если у вас есть ответ, почему вот в некоторых, особенно скандинавских странах, все спокойно, а здесь нет. Ну а на этом все. Огромное спасибо за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Все, кто новые, обязательно подписывайтесь на канал, не пожалеете. Огромное спасибо и до свидания.